Кораблекрушение танкеров США «Пендлтон». Судно «Пендлтон» — это танкер, построенный в 1944 году в Портленде, штат Орегон, США, для управления военного судоходства. В 1948 году он был продан компанией National Bulk Carriers, прослужившей до февраля 1952 года. Судно было построено на верфи компании Kaiser Shipyards, Swan Island Yard, в Портленде, штат Орегон. Длина судна – 153 метра 60 сантиметров, ширина 20 метров 70 сантиметров и глубина – 11 метров 90 сантиметров. Его двигательная установка была турбоэлектрической, паровая турбина, приводившая в движение генератор, вырабатывающий электричество для питания двигателя, приводящего в движение гребной вал. Турбина была произведена General Electric из города Вустер, штат Массачусетс. Он мог развивать скоростью 16 узлов, 30 км в час. Судно «Пендлтон» был спущен на воду 21 января 1944 года и завершен в феврале этого года. Он был построен для морской комиссии США, также принадлежал управлению военного судоходства. Его портом приписки был Портленд, штат Орегон. Был выделен официальный номер США. Во время Второй мировой войны судно «Пендлтон» был членом конвоя ОН-249, который отправился из Ливерпуля, Великобритания 18 августа 1944 года и прибыл в Нью-Йорк 2 сентября. Судно «Пендлтон» был переведен в компанию National Bulk Carriers в Уилмингтоне, штат Делавэр, в 1948 году. В июле 1951 года судно «Пендлтон» сел на мель в реке Гудзон, штат Нью-Йорк. На следующий день ее сняли с мели. Поврежденная часть корпуса позже сыграла ключевую роль в потоплении. 18 февраля 1952 года по пути из Нового Орлеана в Бостон судно «Пендлтон» разбился надвое во время шторма к югу от Кейп-Код, штат Массачусетс. Самолет службы береговой охраны Соединенных Штатов «Биг Каталина» был отвлечен на поиск другого танкера Т-2 «Форт Мёса», но не для поиска судна «Пендлтон». В то время и в тот момент береговая охрана поняла, что они имеют дело с двумя кораблями, которые потерпели бедствие в шторм и сломались надвое. Моторная спасательная шлюпка береговой охраны КГ-36500 под командованием помощника боцмана первого класса Бернарда Уэббера была отправлена по приказу офицер Дэниел Вебстер Клав с станции Четам, штата Массачусетс. По пути к судну «Пендлтон» моторная лодка была повреждена волнами, проходящими через песчаную отмель за пределами гавани, повредив лодку и оставив ее без компаса. Экипаж продолжил движение и все равно сумел найти кормовую секцию полузатонувшего судна «Пендлтон», продолжая без страха спасать свою команду. Бернардо Вебер осторожно маневрировал моторной лодкой под листовым корпусом и двигал лодку береговой охраны взад и вперед по волнам, в то время как команда судна «Пендлтон» спускалась вниз с помощью лестницы Джейкоба. Экипаж, рассчитав время спуска с учетом подъема и падения волн океана, прыгали с качающейся лестницы на движущуюся палубу моторной лодки. В то время как Бернардо Вебер осторожно держал лодку под лестницей, но не касался металлической стены разрушенного судна «Пендлтон». 9 человек из 41 экипажа судна «Пендлтон» были потеряны. 8, включая капитана Джона Фицджеральда, которые находились в носовой части. А также погиб корабельный повар из кормовой части, который самоотверженно помогал кораблю и остальной команде покинуть судно перед собой. Он был потерян, когда сильный ураганный ветер начал оттеснять корабль от песчаной косы, где он временно остановился. Тогда повар спрыгнул с трапа Джейкоба, упал в океан и был поражен волнами об судно «Пендлтон», и был поражен мгновенно. Через неделю после того, как люк судна «Пендлтон» заземлился, был взят на абордаж. Из 8 жертв, застрявших на этом участке, удалось извлечь только одно замороженное тело.
С выжившими на борту моторной лодки КГ-36500 разгорелся спор по поводу того, как с ними поступать. В конце концов Бернардо Вебер решил не пытаться найти и передать их на тендерный моторный торпедный катер Аск Маккаллок, вместо этого направился к берегу. Выжившие благополучно высадились в Четхэм. Спасение выживших после кораблекрушения Пендлтон считается одним из самых смелых способов спасения береговой охраны США. Все 4 члена экипажа моторной лодки КГ-36500 были награждены золотой медалью за спасение жизни, береговой охраны, а не только рулевой, как обычно. На момент потери судна Пендлтон был застрахован на $1 690 000. Корма судна окончательно остановилась у острова Мономой, к югу от Читема, а носовая часть – на мели пола Крипшау. В 1953 году носовая часть была продана компании North American Smelting Co. для переработки в Бордентауне, штат Нью-Джерси. Однако 4 июня 1953 года он застрял в реке Делавэр и демонтирован там примерно в 1978 году инженерным корпусом армии Соединенных Штатов Америки.